Хорошего настроения! Сегодня я расскажу про создание веб-приложения без написания кода. Итак, целевая задача. Необходимо создать веб-приложение отслеживания ошибок в проектах и их исправлений. Типичную Bug Tracking System с разделением ролей сотрудников. Администратор создает проекты и заводит новых пользователей, менеджеров или исполнителей. При обнаружении ошибки в проекте менеджер создает задачу, в которой описывает найденный дефект. Возможно, прикладывает к ней дополнительные файлы, например, скриншоты. В задаче менеджер назначает сотрудника-исполнителя, который отвечает за устранение ошибки. Также в задаче должна быть возможность учитывать затраченное на нее время. Кроме того, необходима возможность комментировать задачу с сотрудниками, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. Исполнитель решает задачу и отдает ее на проверку. Менеджер проверяет решение, и если дефект устранен, то закрывает задачу. Иначе возвращает ее в работу. Для создания системы воспользуемся декларативным фреймворком и Вайду с открытым исходным кодом. В отличие от классической разработки через модели и контроллеры, в декларативном фреймворке не нужно писать код. Достаточно описать метаданные приложения, то есть сами сущности и связи между ними. Поехали! Переходим на страницу шаблона приложения. Первым делом устанавливаем необходимое окружение. Это платформа Node.js 12 версии и база данных Mongo 4 версии. Использовать шаблон можно, создав собственный репозиторий в GitHub или просто скопировав файлы к себе на диск. Скачиваем zip-архив шаблона приложения и распаковываем в папку Bugs. Переходим в папку приложения и выполняем установку зависимостей. Для правки конфигурации и запуска приложения я буду использовать IDE Visual Studio Code. Открываем папку с приложением. Находим папку config. Здесь находятся файлы конфигурации приложения. Основные настройки находятся в Default. При запуске приложения будет выбираться конфигурация в зависимости от значения переменной окружения Node.inf. Например, Development или Production, которые наследуют настройки из Default. Открываем файл config default и заменяем название приложения, базы данных, ключи подписи сессии cook. Раскомментируем русский язык. Открываем файл класса приложения и меняем название на Bugs Application. Все, основная настройка закончена. Далее нужно выполнить установку и инициализацию данных. Типовые скрипты различных действий находятся в папке консоль. Запускать их можно через командную строку или IDE. Для Visual Studio Code существует две предзаданные конфигурации – установка и запуск приложения в режиме Development. Запускаем Install API. Происходит установка и начальная инициализация приложения. Запускаем Start API. В режиме Development происходит подробное логирование действий, что упрощает разработку и отладку. Далее переходим в веб-интерфейс. Фреймворк Вайду состоит из нескольких базовых модулей. Модуль Studio используется для создания метаданных приложения, то есть описания доменных сущностей и связи между ними. Модуль Office используется для эксплуатации приложения, то есть наполнения и оперирования данными. Модуль администрирования используется для контроля приложения, управления пользователями, правами доступа и тому подобного. Сейчас нужно создать сущности приложения. Перейдем в модуль Studio. Для продолжения требуется выполнить вход в систему. При начальной установке был создан единственный пользователь Адам, который наделен правами администратора. Авторизуемся под ним. Классы описывают доменные сущности приложения. Создаем класс проект, для которого будут создаваться задачи. Создаем атрибут названия тип строка. Тип атрибута отвечает за тип данных, которые будут в нем храниться. Устанавливаем флажки обязательный и уникальный. Это значит, что значение не может быть пустым и должно быть уникальным среди других значений в данном классе. Создаем атрибут описания тип текст для расширенного описания проекта. На вкладке «Главное» указываем шаблон заголовка, который отвечает за строковое представление объекта. Если шаблон не указан, то будет использоваться идентификатор объекта.
Строковое представление проекта – это его название. Следующий класс – это сотрудник. Данный класс обеспечит внедрение системного пользователя в сущности приложения. Переходим на вкладку «Атрибуты» и создаем атрибут «Пользователь». Указываем для него тип «Системный пользователь». Устанавливаем флажки «Обязательный» и «Уникальный». Сотрудник должен быть привязан к системному пользователю, и только один сотрудник должен ссылаться на одного и того же пользователя. Создаем атрибут «Имя» для возможности задать сотруднику имя, отличное от системного пользователя. Тип «Строка». Также устанавливаем флажки «Обязательный» и «Уникальный». Сохраняем атрибут. На вкладке «Поиск» устанавливаем флажки «Общий поисковый» и «Поисковый в списке выбора». Атрибут будет участвовать при поиске среди сотрудников. Строковое представление сотрудника – это его имя. Для возможности добавлять файлы к задаче создадим класс «Документ». Создаем атрибут «Файл», который будет хранить ссылку на ресурс в файловом хранилище. Атрибут обязательный. Создаем строковый атрибут названия для имени файла. Атрибут обязательный. Создаем текстовый атрибут описания для описания файла. Чтобы класс «Документ» умел работать с файловым хранилищем, нужно добавить соответствующее поведение. Переходим на вкладку «Поведение». Создаем новое поведение с типом «Файл». Ниже можно задать дополнительные параметры загрузки файлов. Указываем ограничение на максимальный размер 10 МБ, а также выбираем атрибут названия, в который будет автоматически записываться имя загружаемого файла. Следующая сущность – это задача. Создаем атрибут «Проект» тип «Ссылка» обязательный. Ссылочный тип определяет, что в данном атрибуте будет хранить ссылка на другую сущность. В данном случае на класс проекта, к которому будет относиться задача. Включаем флажок «Добавить», чтобы была возможность выбрать значение из существующих проектов. Создаем атрибут названия, тип «Строка» обязательный. Создаем атрибут описания для подробного описания проблемы, тип «Текст». Создаем атрибут «Приоритет», в котором будет храниться уровень важности задачи. Тип «Строка». Тип представления «Радиокнопки». Сохраняем атрибут. На вкладке «Перечисления» создадим допустимые значения приоритета. Низкий, средний, высокий, критический. Создаем атрибут «Исполнитель» тип «Ссылка». Это ссылка на сотрудника, который назначен для решения задачи. Включаем команды «Добавить» и «Убрать», чтобы можно было выбрать и убирать исполнителя из задачи. Создаем атрибут «Автор» тип «Ссылка» обязательный. Это ссылка на сотрудника, который является автором задачи. Автор задается по умолчанию при создании задачи и не может быть изменен в дальнейшем. Для этого ставим флажок «Только для чтения». Сохраняем атрибут и добавляем значение по умолчанию сотрудника, который привязан к текущему системному пользователю. Создадим атрибут «Документы». Это ссылочный тип на класс «Документ». К задаче можно приложить множество документов. Для этого ставим флажок «Множественная связь» и указываем команды «Добавить», «Убрать», «Создать», «Редактировать». Создаем класс «Комментарий», который отвечает за комментирование задач. Первым делом создаем атрибут, ссылающийся на задачу, к которой принадлежит комментарий. Атрибут обязательный и только для чтения. Значение по умолчаниям можно не указывать. Для ссылочного типа оно будет автоматически проставляться на объект, из которого создается комментарий. Создаем текстовый атрибут «Текст» для содержимого комментария обязательный. Далее создаем ссылочный атрибут «Автор», указывающий на сотрудника, создавшего комментарий. Атрибут обязательный и только для чтения. Значением по умолчанию будет сотрудник, привязанный к текущему системному пользователю. Класс «Работа» отвечает за учет времени, затраченного на задачу. Создаем атрибут «Задача», обязательный только для чтения, который ссылается на задачу, к которой относится проделанная работа.
Затем создаем атрибут длительность, который определяет количество затраченных минут. Тип атрибута целое, обязательный. Добавим правило проверки, ограничивающее допустимые значения длительности. Переходим на вкладку «Валидация» и добавляем валидатор. Это тип число, минимальное значение 1 минута, максимальное, например, 10 тысяч. Создаем текстовый атрибут описания для подробностей о проделанной работе. И, наконец, создаем ссылочный атрибут автор, указывающий на сотрудника, создавшего работу. Переходим в класс проект и создаем атрибут задачи. Выбираем тип обратная ссылка. Обратная ссылка – это значение связи, которое не хранится в самом атрибуте, в отличие от ссылки, а выбирается по указанным параметрам ссылочного класса и ссылочного атрибута. Для того, чтобы найти по обратной ссылке все задачи, относящиеся к проекту, укажем ссылочный класс задача и ссылочный атрибут проект, находящийся в задаче. Установим флажок множественная связь, потому что значение может быть множество задач, связанных с проектом. Для задачи нужны обратные ссылки на комментарии и работы. Создаем обратную ссылку комментарии, ссылочный класс комментарий, ссылочный атрибут задача. Включаем команду создать. Создаем обратную ссылку работы, ссылочный класс работа, ссылочный атрибут задачи. Включаем команду создать. Переходим во вкладку состояние в классе задача. Во фреймворке Ивайду реализован конечный автомат для объектов сущности. Каждый объект находится в определенном состоянии и может быть переведен в другое по указанным переходам. Создаем состояние новое, это когда задача ожидает решения. Ставим флажок по умолчанию. Это значит, что при создании задачи будет назначено данное состояние. Создаем состояние в процессе решения. Это когда задача взята в работу исполнителем. Создаем состояние «Сделано». Это когда задача решена исполнителем, но еще не проверена автором. Создаем состояние «Закрыто». Задача решена и проверена. Ставим флажок «Режим только для чтения». Это означает, что объект в данном состоянии недоступен для изменений. Для отображения текущего состояния задачи создадим атрибут состояния. Это служебный атрибут, который хранит определенное состояние конкретного объекта задачи. Кодовое имя служебного атрибута начинается с подчеркивания. Укажем тип представления состояния. Тип представления отвечает за отображение атрибута на форме. Доступность разных представлений определяется типом атрибута. Переходим в вкладку «Переходы». Переходы определяют пути смены состояния объекта и отражают бизнес-процессы приложения. Создаем переход «Начать работу» для начала работы исполнителя над задачей. Укажем начальное состояние «Новое» и «Сделано», а конечное состояние в процессе решения. Создаем переходы «Завершить» для завершения работы над задачей, начальное состояние в процессе решения, конечное состояние «Сделано». Создаем переход «Остановить работу» для прекращения работы над задачей, начальное состояние в процессе решения, конечное состояние «Новое». Создаем переход «Отклонить решение» для отклонения сделанного решения задачи, начальное состояние «Сделано», конечное состояние «Новое». Создаем переход «Закрыть» после проверки решения задачи, начальное состояние «Сделано», конечное состояние «Закрыто». Создаем переход «Переоткрыть» для возврата уже закрытых задач в работу. Начальное состояние «Закрыто», конечное состояние «Новое». Переходим в секцию навигации и создаем главную секцию, которая по умолчанию отвечает за отображение бокового меню. Добавляем пункт «Проекты». Укажем класс «Проект» для вывода всех объектов класса. Добавляем пункт «Сотрудники». Укажем класс «Сотрудник» для вывода всех объектов класса. И добавляем пункт «Задачи». Укажем класс «Задача» для вывода всех объектов класса. Основные сущности созданы. Экспортируем метаданные в приложение.
Переходим в модуль «Офис» и создаем проект. Создаем сотрудника. Сейчас в системе только один пользователь Адам. Далее переходим в модуль администрирования. Фреймворк Ивайду реализует систему управления доступом на основе ролей. Каждому пользователю может быть назначена одна или несколько ролей. Каждая роль имеет определенные разрешения на выполнение тех или иных действий. Каждое разрешение может иметь правило, определяющее, доступно разрешение или нет. Переходим в безопасность роли. Создаем роль сотрудник. Добавляем ему разрешение доступ к модулю Office и к загрузке файлов. Создаем роль менеджер. Это роль для сотрудников, создающих и проверяющих задачи. Создаем роль исполнитель. Это роль для сотрудников, решающих задачи. Далее переходим в разрешение метаданных. Здесь определяется доступ к сущностям приложения. Первым делом даем доступ сотруднику читать все данные. Разрешаем сотруднику создавать комментарии, документы работы. Разрешаем сотруднику изменять и удалять собственные комментарии, задачи и работы. Для разрешения создадим правило, которое будет проверять, является ли текущий пользователем автором объекта. Запрещаем сотруднику изменять состояние задачи. Разрешаем менеджеру создавать задачи. Разрешаем менеджеру изменять состояние собственных задач. Добавляем правило автор. Разрешаем исполнителю изменять состояние задач, назначенных ему. Добавляем правило исполнитель. Запрещаем менеджеру начинать, останавливать и завершать работу над задачей. Это право исполнителя. Запрещаем исполнителю отклонять, закрывать и переоткрывать задачу. Это право менеджера. Чтобы изменения вступили в силу, перезапускаем безопасность. Переходим к пользователям. Создаем нового пользователя Bob. Ставим флажок «Проверен» и добавляем роли «Сотрудник» и «Исполнитель». Создаем нового пользователя Сара. Ставим флажок «Проверен» и добавляем роли «Сотрудник» и «Менеджер». Перезапускаем безопасность. Заходим под администратором в офис и создаем сотрудников Боба и Сару. Выходим Адамом из системы и авторизуемся под Сарой. Сара имеет права сотрудника и менеджера. Для менеджера проекты и сотрудники доступны только для чтения.
Переходим в задачи и создаем новую задачу. Назначаем исполнителем Боба. Видим, что автором автоматически назначен текущий сотрудник Сара. Выходим с Сарой из системы и авторизуемся под Бобом. Боб имеет права сотрудника и исполнителя. Открываем задачу и видим, что форма в режиме только для чтения и доступен переход «Начать работу». Начинаем работу и видим, что изменилось состояние задачи. Кроме того, становятся доступны переходы «Завершить» и «Остановить работу». Завершаем работу, переводя задачу в состояние «Сделано». Выходим Бобом и авторизуемся под Сарой. У менеджера в сделанной задаче доступны переходы «Отклонить» или «Закрыть». Проверяем решение и закрываем задачу. Готовое приложение доступно на GitHub. Ссылка в описании к видео. Спасибо за внимание.